Данное сообщение, материал, создано или распространено иностранным средством информации, выполняющим функцию иностранного агента. Здравствуйте. Здравствуйте. Большой рот. Тихо, тихо. Гайс, попридержите эту реакцию, когда мне вбут уголовку хотя бы. Камон. Добрый вечер. Всем привет из солнечной Калифорнии. Вам спасибо за то, что вы пришли, за такой теплый прием. Вам спасибо, что смотрите. Меня зовут Данила Поперечный, и это 9-й выпуск шоу «Слишком поздно». Да, спасибо. Это завершающий выпуск в этом году, поэтому устраивайтесь поуютнее, проверьте свои VPN и давайте подводить итоги. Год заканчивается по-настоящему ебануто. Очень хочется какие-то построить планы, высказать какие-то, не знаю, ожидания от 2025 года, но я боюсь это делать, потому что я недавно пересмотрел одно из своих старых видео, и вот что я дословно произношу в одном своем предновогоднем видео 29 декабря, которое вышло 2021 года, которое вышло прямо перед началом войны. Давайте послушаем. Мы наконец-то заканчиваем этот безумный год. Все-таки, что ни говоря, вот эта небольшая психологическая уловка с Новым годом работает очень воодушевляюще, потому что вся жесть, которая произошла в 2021, она уже позади, а пиздецы 2022 еще не случились. Пиздецы, значит, блять, еще не случились 2022. За язык меня никто не тянул, возможно, это я накаркал всю эту хуйню, которая происходила. Так что давайте так. 2025 год обещает быть неожиданно охуительным. Закончатся все войны, у всех вырастет доход, все, кто опоздал вложиться в биткоин, будет 3 дня, чтобы это сделать заново. А вот 2024 можно уже со спокойной душой, как мне кажется, слать нахуй. Под конец года все плотнее и плотнее слой дичи, который происходит. Во-первых, в Подмосковье продают участок земли, где снимали «Дом 2». Закончилась эпоха. Его продают за 690 миллионов рублей со всеми постройками. И самое угарное, что продают со всеми постройками, это только выражение. Там на самом деле всего... Они 20 лет строили, там 4 жилых здания. Что еще? У нас здесь в Л.А. чуваки из Глендейла по соседству недавно одевались в костюм медведя и царапали себе тачку, чтобы получить страховые выплаты. А их поймали копы, теперь наебщики сосут лапу. Что еще? В центре Нью-Йорка застрелили главу страховой компании. И американцы встретили эту новость с радостью. Потому что, ну, во-первых, это был глава компании, которую в Америке все ненавидят. А во-вторых, кто бы что ни говорил, но от смерти никто не застрахован. Такой у нас прикол. На поверхности, но тем не менее. Байден под конец года перед уходом разрешил бить дальнобойными ракетами по территории России и еще простил своему сыну абсолютно все преступления, которые он совершал или мог совершить с 1 января 2014 года по декабрь 2024. Ну а Путин запрещает Viber, блокирует YouTube и флексит новым орешником. Ситуация в мире накалена до предела, поэтому давайте же скорее обсудим, что происходило за время с нашего последнего выпуска, пока еще не слишком поздно. Под ваши аплодисменты. 25-летний хакер из США загуглил, как узнать, что за мной следит ФБР, после чего был арестован ФБР. Прогресс не стоит на месте, никогда еще Google не давал ответ так быстро и точно. Надеюсь, чувак успел оставить отзыв ФБР в Гугле. Очень быстрый сервис, отзывчивый персонал, в остальном не рекомендую. Конечно, омерзительное чувство осознавать, что существуют страны, в которых силовики имеют доступ к твоим персональным данным. Для меня, как для россиянина, это дико и необычно. Не знаю, но, видимо, эта технология еще в тестовом режиме у Гугла и доступна не для всех. Потому что я потратил пару вечеров гуглив, как вызвать шлюху в Лос-Анджелесе, и никто не приехал. Ну, главное, чтобы чел сделал выводы и не стал спрашивать пахана в тюрьме, как сделать так, чтобы меня не ебали в жопу. Как-то вы грустнее среагировали на этот прикол. Двигаемся дальше.
В Норвегии детям до 15 лет запретят пользоваться соцсетями. Подростки прокомментировали это: ну, мам! Блин, а что делать детям, которые уже, допустим, ну, привыкли к ТикТоку, но которым запретят в нем сидеть после того, как примут закон? Ломка-то останется. Прикиньте, просто куча норвежских пиздюков в горах в одиночестве танцует. Кто-нибудь взгляните! Теперь норвежские подростки вернутся к более классическому способу обмена информацией. Это сидеть на скамейке и говорить: ты ебанутая, а ничего, что я смогу в ТикТок зайти через год? Ты вообще адекват? Нет. Двигаемся дальше. Новость сказочная. В России активисты потребовали запретить Пушкина за пропаганду ЛГБТ. Они усмотрели гомосексуальные связи во фразе «что по усам текло, а в рот не попало» из сказки о мертвой царевне. Заявление, если что, уже лежит в Минкультуры. Искренне не понимаю, в чем черным по белому написано «в рот не попало». Значит, не зашквар. Вообще, самое забавное в этой ситуации то, что именно в сказке Пушкина нахуй нет даже такой фразы. Потому что, цитата, сказка заканчивается так: «И я там был, мед пиво пил, да усы лишь обмочил». То есть эти долбоебы даже не прочитали сказку, а просто вспомнили выражение и такие, ну типа, по-моему, Пушкин. Пиши заявление, по-моему, он. Конечно, пропаганда. Он еще и черный был. Инициалы у него вообще с английского переводятся как жопа. С Пушкин. Конечно. Эксперты по литературе вообще считают, что фраза «по усам текло, а в рот не попало», помимо того, что этот контекст имеет как бы отношение к пиршеству, вообще подчеркивает то, что главный герой находится в мире мертвых, поэтому он не может пищу из него есть. То есть такая история. Но эти, блядь, это что, про сперму? О, блядь, встает, точно про сперму запрещай! Да, не очень смешная шутка, согласен. Но, если вы хотите материал получше, следующая новость специально для вас. С 28 февраля я еду в стендап-тур с новой стендап-программой «Агент 813». Новый материал, мой самый большой тур, ссылка в описании. Ладно, двигаемся дальше. Новость, которую можно услышать из открытого окна, произнесенную голосом ребенка. Суд в России выставил Google штраф в размере 2 ундециллионов рублей. Это в 217 квинтиллионов раз больше денег, чем в целом существует на планете Земля. Ну, очевидно, что это не просто самодеятельность какого-то конкретного суда, а распоряжение сверху. И мне на фоне этой новости очень забавно пересматривать старые отрывки с Путиным, где он говорит: мы нашим западным партнерам давно говорили, что хотим в НАТО, но нас почему-то не воспринимают всерьез. A few moments later. Требуем секстиллион, пикстиллионов! Не знаю, как будто страной на самом деле руководит не Путин, а какой-то пиздюк со двора. Вот сколько есть в мире денег, вот в 200 квинтиллионов раз больше. Такое ощущение, что судья, который составляет заяву, просто уснул на клаве, нахуй. Не знаю, это тот такой бред. С этой суммой еще, по сути, абсолютно нет никакого маневра для того, чтобы, ну не знаю, рычага давления, чтобы, ну там, надавить на Google. Ну, мы советуем вам очень пойти на наши условия, иначе сумма может начать расти. И Google такие: о нет, только не это, давайте торговаться. Как сообщили РБК, размер ущерба определен издержками от блокировки аккаунтов российских медиа на YouTube. Нихуя себе, у Лебедева с шаманом там должно быть контракт сорвался, блядь. Жирненький такой. Наверное, один их. Я думаю, пиарщики Кремля думали, что это вообще пиздец крутой мув, выслать им такой космический штраф. Но по сути, прикиньте, как они будут жалко выглядеть, когда все-таки начнут договариваться с Гуглом. Такие типа: 2 ундециллиона рублей. Нет, тогда 10 тысяч вернуть канал шаману. И клубничную жвачку, пожалуйста, ягодную. Вообще, по моей информации, Google уже начал перевод средств, но, получив первые 3000 рублей, Сбербанк заблокировал счета Кремля, потому что счел это подозрительной операцией. Двигаемся дальше. Отправляемся в Душанбе. Милиция Душанбе будет проводить рейды в компьютерных клубах, где играют в GTA и Counter-Strike. МВД предупредила владельцев клубов о запрете распространения видеороликов и игр, цитата, содержащих аморальный и насильственный характер. Теперь сбить проститутку в GTA перестанет быть безнаказанным.
Представляете, какой ужас? Тебя ловят за игрой в КС, а ты еще и за террористов хуярил. Отягчающие обстоятельства. Небольшой совет. Если вы из Душанбе и на свой страх и риск все-таки играете в контру, не закладывайте бомбу никогда. Это оно вам не надо. Вообще, мне кажется, что геймерам не очень-то страшно надолго сесть, потому что это как будто входит в их быт. Главное, чтобы шконка была с RGB-подсветкой. Вот это для тебя жесткая шутка была? Ты прям копнул? О, блин. Это лучше, чем обычная шконка, она радужная. Двигаемся дальше по миру. В японском метро появились специальные плакаты, где чернокожих сравнивают с обезьянами из-за неподобающего поведения. Они пристают к людям и снимают тиктоки. Поэтому японцы просят быть чернокожих скромнее. Как говорится, Япония — страна восходящего от сердца к солнцу. Ну, тут особо ничего не скажешь, черные допрыгались. Двигаемся дальше. Илон Маск, наш постоянный посетитель нашей новостной рубрики, разрабатывает робота для искусственного вынашивания детей. Родителям нужно будет только сдать биоматериал, а всю остальную работу сделает машина. Надеюсь, это будет такой же робот, как с их первой презентацией андроида, просто чувак в костюме, который танцует. Причем тот же бедолага будет ездить собирать биоматериал, потому что Маск опять не успеет в срок доделать. Вообще, я уже как-то качал в Тесле. Наверное, считается. Примерное представление о финальном продукте имею уже сейчас. На самом деле, прикиньте, как обломно. Ты вот растешь, а твоя мать Тесла с самого утра в комнату врывается. А ну быстро, бегом на зарядку, я сказала. Ну что ж, вот потихоньку и наступает время, когда уже нельзя будет наехать на робота с расспросами, а может ли он нарисовать картину или написать симфонию, ведь это, возможно, чья-то мать. Двигаемся к менее технологичным новостям. Рок-группа Алиса перенесла свой концерт под названием «Гойда», потому что пермяки не захотели покупать билеты. Музыканты обиделись и написали: «Не хотите, не надо». Ну, Алиса, может, Гойду и переносит, а пермяки нет. Участники группы считают, что такой расклад никуда не годится. И что пермяки те еще не гойдники. Сейчас, еще парочку, и мы... Если вы считаете, что для Алисы это провал года, вы не правы, это провал Гойда. Двигаемся дальше. Москвич подал заявку на включение в реестр блогеров, так как в РФ это сейчас обязательно всем делать, у кого подписчиков больше, чем 10 тысяч. Через 6 часов военкомат прислал ему повестку. Ну что тут скажешь? Ставьте лайки, подписывайтесь на контракт. Мне кажется, такими темпами скоро Россия станет единственной страной, где начинающие блогеры будут в конце видео говорить: если вам понравилось это видео, пожалуйста, не подписывайтесь нахуй на меня. А если подписаны, отпишитесь, мне эти проблемы нахуй не нужны. По статистике, 80% зрителей, которые смотрят это видео, не подписаны на меня. Давайте нахуй так это и оставим. Двигаемся дальше. В Госдуме предложили проводить розыгрыш среди новорожденных с призами в виде квартир и машин. Депутаты надеются, что это повысит рождаемость, ведь россиянки станут рожать, цитата, хотя бы из чувства азарта. Ну, кстати, что, хорошая идея. Матери-лудоманки смогут не только поставить ребенка на ноги, но и на 13 черное. Такого количества женщин с младенцами, ошивающихся у роддомов с фразой «Шеф, ну дай отыграться», мир еще не видел. Новость с потусторонним оттенком. Умершие россияне начали звонить родственникам и просить их перевести деньги. Мошенники начали использовать нейросети, чтобы имитировать голоса умерших. Всегда знал, что на небе только и разговоров, что об обратных 3 числах с карточки. Интересно, что они все говорят. Типа: Галя, все оказалось пиздежом, тут тоже все за деньги. Алло, дедушка, ты откуда мне звонишь? Из долговой ямы. Слушайте, но тоже есть хорошая новость. Если с того света звонят и просят скинуть денег, значит, там не нужен свифт. А значит, Бог действительно с русскими. Ну, теперь о мертвых либо хорошо, либо пошел нахуй, не звони сюда больше. Вот этот блок придется тоже юристу присылать нахуй. Ну и так вам скажу, если вы вдруг
пропустили такой звонок, а потом перезваниваете обратно. Это, мои друзья, дохлый номер. Двигаемся дальше. Госдума приняла закон о спецсчетах для иноагентов. Это я. Теперь мы обязаны открыть специальный рублевый счет, на который будет зачисляться любой наш доход в РФ. От прибыли с интеллектуальной собственности до денег со сдачи недвижимости. Использовать эти деньги можно будет только для оплаты государственных штрафов. Я честно вам скажу, я всегда подозревал, что я у властей на особом счету, но не думал, что настолько. Одно хорошо, так как это все происходит в РФ, приложение для моего репрессивного счета хотя бы точно будет пиздец какое удобное и современное. Кстати, забавный факт, что авторами этого законопроекта числится 429 депутатов. Удивительно, что столько людей понадобилось для того, чтобы придумать «заберите у них все деньги». Так как я не по своей воле, но тем не менее являюсь одним из представителей иноагентуры, хочу предложить несколько идей для новых законов на будущее. Можно, например, запретить нам работать на тех же работах, что и вы, лишить пенсии и остальных соцвыплат, практически уничтожить наши гражданские права, сделать так, чтобы СМИ постоянно крутили сюжеты о том, что мы граждане второго сорта, и чтобы все видели нас издалека, пометить нас какой-нибудь, ну, не знаю, звездочкой. Ах да, нахуй, это все уже есть. Ну тогда ебашьте для нас отдельные туалеты, похуй. Ну, хотя бы в одном мы сходимся. Депутаты хотят, чтобы все мои деньги были в одном месте, а я хочу, чтобы все депутаты тоже были в одном месте. Двигаемся дальше. К задачам российской полиции добавят сохранение и укрепление традиционно духовно-нравственных ценностей. Каким образом полиция будет заниматься сохранением и укреплением традиционных ценностей, не сообщается. Ну, что, менты больше не крепят, они теперь укрепляют. Представляю ситуацию, как забегает мент к операм и такой: у нас скрепа рухнула, возможно, криминал, по коням. Укрепление традиционных ценностей. Почему это звучит так, как будто пока я буду ебаться с женой, в углу на меня будет сидеть смотреть мент? Теперь полицию начнут опасаться еще сильнее в России, не знаю, зачем это сделано. Захочешь прийти в отделение и заявить об украденных ценностях, а вдруг они нетрадиционные, и все, пиздец, садишься в тюрьму. Ну, а если вас затолкали в буханку, так это потому, что они хотят разделить с вами хлеб. Двигаемся дальше. Киркоров почему-то продолжает хуесосить Ивлееву за голую вечеринку. Это, вообще мне непонятная история. Сначала он требовал от нее извинений, на что получил от нее пару подъемок. Сейчас же он ходит по шоу и просто, блядь, обзывает ее матами. Недавно заявил, что именно по его требованию ее не взяли в новогодний фильм от ТНТ. В чем перед ним виновата Ивлеева? В том, что король-то оказался голый. У нас умный юмор, не только про письки и коньку, нормально. Мы по литературе сегодня двигаемся, утонченный вечер. Филипп, конечно, яркий пример того, что с помощью хирургии можно себе, конечно, сделать и пресс, и жопу, но вот пришить чувство ответственности за свои поступки никто не может. Ощущение, будто он реально считает, что пропиздон от властей всем присутствующим был изначально задуман в программе мероприятия, как секретный сюрприз. Типа 8:30 фуршет и речь со сцены, 10:30 медийное раскулачивание. Ну что я могу сказать? Настя еще легко отделалась, хорошо, что не въебал. Двигаемся... Двигаемся дальше. Новость от 14 ноября. Путин пообещал разобраться с замедлением Ютуба в России. Об этом рассказал гендиректор Мосфильма Карен Шахназаров после встречи с президентом. Путин сказал: «Я разберусь, я посмотрю». С 23 декабря YouTube в РФ полностью заблокирован. Заебись, спасибо, что разобрались, Владимир Владимирович. Вообще не понимаю, что Путину могло не понравиться в Ютубе. Там тоже можно нажимать на красную кнопку. Смешно, что это случилось ровно после того, как Песков заявил, что Путин обязательно посмотрит ролики Влада Бумаги, который задал ему вопрос на прямой линии буквально пару дней назад. Я не знаю, связано ли это с этим, но вот вам несколько названий роликов с канала Влада А4. Построил 5 секретных комнат, которые невозможно найти. 16 способов спрятать деньги дома. От шестерки до босса мафии. 10 способов пронести сладости в тюрьму. Мои родители шпионы. Влад, спасибо тебе нахуй огромное, блядь. На этом все. Не добавишь, не убавишь, блядь. Не, на этом не все. Это гон.
Двигаемся дальше. Технологический прогресс шагает семимильными шагами. Самарских чиновников начнут проверять на детекторе лжи из-за коррупции. Проверки начнутся 1 января 2025 года, и надо будет проходить их раз в полгода. Для детектора будет использован особый вопрос. Ты честный чиновник? Сосал? Ну, попались же, что. Двигаемся дальше. Жительниц Екатеринбурга призвали рожать сварщиков, штукатуров и маляров для борьбы с дефицитом рабочей силы. Девочки, скажите, вот вы, на какой неделе можно определить, вот у тебя штукатур или маляр? Возможно, просто на рабочий, потому что он пытается выйти на смену. Ну, в любом случае, круто, что в ЕКБ у женщин матка работает как автокасса в Макдаке. Говоришь заказы в специальную дырку, оттуда, блядь, тебе выдают все, что тебе надо. Двигаемся дальше. Комика Данилу Поперечного оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за пост в Инстаграме. Жду не дождусь, когда смогу оплатить этот штраф из Америки, чтобы государство РФ тоже признали иноагентом за иностранное финансирование. Самое тупое, знаете, за что я схлопотал административку за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации? У меня, естественно, есть документы на руках, я их все прочитал. Я буквально получил административку за видео, которому, во-первых, прошел срок давности, ну, то есть по нему меня не имели права судить, похуй, Данька особый случай, а во-вторых, я получил штраф буквально за слова «Мы против войны, пожалуйста, не надо войны». Это дословная цитата. То есть это, по-вашему, прям дискредитирует армию. Я ведь сказал «пожалуйста». Я прям вижу, как я говорю «пожалуйста, не надо войны», и Шойгу такой «ну чё, блядь, нахуй? Как мне теперь воевать? Даня не хочет». То есть инагентам мне дали, блядь, за деньги с рекламы, дискредитацию за слова «пожалуйста, не надо войны». Вот так вот просто, ну, пожалуйста, пиздец, люблю войну, обожаю войну. Вот такая тема, верните мне 50 тысяч. Пиздец, меня нагибают из-за вот такой абсурдной хуйни. А при этом Госдума приняла закон, который позволяет исключить Талибан из списка террористических организаций. В Талибан можно будет вступить после исключения из черного списка. Россиян за это не накажут, сообщил СМИ один из соавторов инициативы. Охуенно. Даже у Талибана, блядь, есть механизм исключения из черного списка, а у меня, сука, нет. Интересно, стоит ли нам ждать видео, как Талибан едет на Донбасс с концертом, с песнями Ромы Зверя? Вдруг у всех одинаковые правила, не знаю. Кстати, когда Талибан исключат из черного списка, то они будут просто Тали. Ну и очередной удар под дых. Иноагентам запретят получать субсидии на выращивание картофеля от правительства в Псковской области. Давайте, блядь, топчитесь нахуй на мне, отнимите все, что мы любим. Ну что ж, видимо, депутаты решили, что иноагентам нельзя давать вообще ничего сажать, а то могут ненароком почувствовать привкус, блядь, пьянящей власти. Не знаю, может они, конечно, просто хотят, чтобы мы держались подальше от грядок, чтобы лишний раз мы не заручились поддержкой от союзников. Потому что, по сути, колорадский жук тоже иностранное влияние. А? Были бы мы в Минске, вы бы разъебались как суки с этого прикола. Калифорния, вы вообще уже потеряли корни свои. Или клубни. Ладно, двигаемся дальше. Еще одна удивительная новость этих месяцев. Оказывается, у Натана есть жена. Кто бы мог подумать, особо никак не прокомментируешь. Единственное, хочется сказать, что если бы я был в курсе, я бы, естественно, не позволил себе с ним так сближаться. Губернаторов начнут оценивать по росту рождаемости в регионе. За невыполнение KPI может грозить отставка. Прикиньте, идешь потусоваться на день города, а там губернатор стоит, как собачка из мема. Ебитесь. Что им делать-то? В клубе с девушкой знакомишься, говоришь, поехали ко мне. Она такая, слушай, я не знаю, я обычно так не делаю. И сзади появляется губер и такой, да ладно тебе, что ты мнешься? Видно же, парень хороший. Двигаемся дальше. Люди 20-30 лет – потерянное поколение и общество потребления, которое воспитано Голливудом и думает о сникерсах, заявил певец и депутат Госдумы Денис Майданов. О чем думает Денис Майданов? Скорее всего, о том, как ему удалось так высоко пробраться по карьерной лестнице с такой, блядь, фамилией. Двигаемся дальше. Вообще, вот это, блядь, моя любимая новость.
В Минздраве заявили, что 60-летние россияне, цитата, находятся на пике своих возможностей и не должны считаться пожилыми. Я бы даже сказал, на пике точеной. Это ведь, как говорится, 60, новые 30, а нет, так нахуй нигде в мире, блядь, не говорится. Типа, ой, да в 60 лет это совсем еще малютка. Некоторые вообще в памперсах ходят, в штаны писаются, конечно. Совсем ляля. На пике возможностей. Чего же у нас тогда в армии нету подразделений 60-летних суперсолдат? Но с другой стороны, ну мы же все хотели, чтобы на смену старой власти пришла молодежь. Наше желание исполнено. Двигаемся. О, это следующая новость. Она про братика. Руперт Гринт, актер, сыгравший Рона Уизли, уклонялся от уплаты налогов за доходы от франшизы Гарри Поттера. Невидимая мантия еще никогда так сильно не пригождалась. Кстати, письмо из налоговой ему тоже принесла сова. Не, на самом деле дело серьезное, потому что в случае уголовки Рон может отправиться в Азкабан. Но в любом случае, даже если он сядет, с выбором колонии ему поможет распределительная шляпа. Новость вроде как интернациональная, но заезжающая в Россию. Президент Сирии Башар Асад свергнут. На данный момент ему вместе с семьей предоставили убежище в России. Я ему, если честно, не завидую, потому что я мало кому пожелаю, чтобы их соседом по дому был Янукович. Просто вечером с нормальной громкостью пытаешься послушать музыку, и там сразу в чате жильцов «Остановитесь!» Но это на самом деле хорошая новость, потому что это показывает, что Путин сдает жилье не только славянам. Приятный для нас и неприятной для одного конкретного человека новости. В Москве подросток измазал калом площадку перед квартирой Екатерины Мизулиной. Задание 16-летний парень получил в Телеграме, за которое ему обещали заплатить $500. По слухам, Екатерина провела в отделении 3 суток, перечисляя всех, у кого мог быть мотив это сделать. Мне кажется, она когда вышла из квартиры и увидела говно, и первая мысль была: да что насрано! Ну, наверное, какой-то рэпер испугался, трусишка. Ну, с другой стороны, она же любит кружки в телеге. Вот ей из телеги тоже кружок отправили. Следующая новость немного задротская, но очень приятная, потому что мне за нее заплатили. В конце ноября World of Warcraft исполнилось 20 лет. Для меня это, если честно, стало большим открытием, что сообщество до сих пор очень активно и не просто рубится на серверах, а еще и делает свои, сильно меняя игру в лучшую сторону. И узнал я об этом благодаря нашему сегодняшнему спонсору, серверу WoW Sirus, который предлагает новые механики, квесты и свободы, которых нет в оригинальной игре. Это абсолютно бесплатный проект, просто качаешь клиент и можно начать знакомиться с огромным крутым миром MMORPG, в который уже играет более 35 тысяч игроков. Ребята постоянно делают контент, что не дает игре умереть, и развивают свою вселенную параллельно вселенной Blizzard. А у них есть турниры с призом в 5 миллионов рублей, он постоянно увеличивается, тоже. Это $5000 по нынешнему курсу. Поэтому, если ты вдруг устал от происходящего вокруг и тебе хочется погрузиться в волшебный виртуальный мир, переходи по ссылке в описании и начни свой путь на проекте Sirus. Спасибо большое. Побежал играть в Sirus. К другой фантастической новости. Санта-Клауса хотят признать в России иноагентом. С таким предложением в Генпрокуратуру обратился активист Виталий Бородин. По его мнению, Санта замещает традиционного Деда Мороза и покушается на традиционные ценности. Конечно, давно пора, потому что он к детям через дымоход пролазит. Я давно об этом говорю, что что-то не так. Но вообще Санта, мне кажется, легко может сгладить угол. У него будут спрашивать: а что это за звездочка у тебя в углу? Он такой: хоу-хоу, это просто снежинка. Не знаю, если Санта будет иноагент, это большая проблема для Америки, потому что детям будет неприкольно играть с игрушками, на которых огромная иноагентская ебла написано. Вообще, такими темпами у нас к 2029 году компания будет я, Noise MC, Оксимирон, Санта-Клаус, Спанч Боб Сквэрпэнс и Джеймс Бонд, король иностранных агентов. В любом случае, пусть делают, что хотят. Главное, чтобы Сани Санты ПВО не сбили. Такая быстрая новость. В Северной Осетии отменяют смешариков. Они выпустили спецвыпуск про осетинскую культуру, где они
на скорость поедают осетинские пироги, и в кадре присутствует Нюша. По словам властей, свинья не то, что рассказывать о традициях Осетии не должна, ей даже в кадре появляться не стоило. А поедать осетинские пироги на скорость считается неуважением. Ну что сказать, вот такие пироги. Такая быстрая. Ну и главная новость этого года. Очень страшно загадывать, но кажется, все действительно идет к тому, что уже в начале 2025 года могут состояться переговоры о завершении военного конфликта между Россией и Украиной. Видимо, этому действительно очень сильно поспособствовала риторика Трампа, которого избрали президентом и который выглядит сейчас очень решительно в своем желании завершить этот конфликт в кратчайшие сроки, после того, как он заступит на свою должность. И я не знаю, честно, получится ли у него, но даже если представить, что да, плохая новость лишь в том, что до его вступления на должность остается еще целый месяц, за который каждая из сторон пытается занять наиболее выгодные для себя позиции. Что, во-первых, очень сильно в целом накаляет обстановку в мире, но главное, что это минимум еще один целый месяц, в который будут погибать люди с обеих сторон. Но как бы там ни было, и насколько бы жутко не было от того, сколько уже потерь обычным людям принесла эта война, это дает хоть какую-то светлую надежду на 2025. Ведь кажется, что остановиться еще не слишком поздно. Оставайтесь с нами, мы вернемся после небольшой паузы. Заказывайте лимитированный череп слишком поздно с доставкой по всему миру на сайте вещдок.com. Мы сейчас с вами сделаем наш классический интерактив. Напишите на бумажке любую вещь, которую вы хотите, чтобы мы с вами обсудили в выпуске. Возможно, с чем вы хотите проститься в 2024 году. Может быть, пожелание на Новый год. Может быть, ебаный анекдот. Может быть, фраза, за которую я сяду в тюрьму сразу же, как только ее прочитаю. Все, что угодно. Пиздец, год тяжелый был, согласитесь? Короче, у меня есть легкая дереализация от происходящего. Что нет у вас ощущения, что мы как будто в параллельной реальности находимся. Объясню почему. Солистка Линкин Парк теперь женщина. Навальный теперь женщина. Медведев в этой реальности суперзлодей. Украина нам враг, а Талибан друг. Надо, чтобы Путин как-то стал черным, и это чисто будет экранизация Netflix нашей жизни. Вот еще что хотел сказать. Блять, сука, нахуй в рот, блять. Если вы вдруг хотите узнать, что я сказал, подписывайтесь на мои платформы Boosty, Patreon и закрыт телеграм-канал. Там видео выходит без цензуры и раньше всех, а также эксклюзивный материал. Такое. Спасибо. Ценю. Какого хуя в Гарри Поттере празднуют Рождество? Ну типа чего такого особенного умеет делать Иисус? Хороший вопрос. Наверное, в их мире это просто маг. Да, возможно, Иисус в Гарри Поттере это типа первый мальчик, который выжил. Но это в целом мог бы быть спин-офф. А тот, кого нельзя называть, это кто тогда? Ничего никто не ответил. Ну ладно, двигаемся дальше. Ничего страшного. Давай просто у всех все будет заебись. Договорились. Кто все эти люди, о которых были новости? Это русские. Россияне, блядь. Ну подожди, не все. Подождите, а в чем вопрос? То есть фамилии непонятные? Я понял, коммуникация у нас сегодня на высшем уровне с вами. Пиздец. Вопрос такой, типа, кто эти люди? Что вы имеете в виду? Иди нахуй. Отписка, блядь. Заткнись и иди дальше, блядь. Ладно. Если бы тебе позвонил дед, то что бы ты сделал? Вопрос про мошенников. Я клянусь, я бы, понятное дело, я понял бы, что это мошенники, потому что, ну, мой дед без телефона был захоронен. Я думал об этом. Если бы мне позвонил мой дедушка, я бы начал говорить мошенникам, что я, типа, конечно, сейчас я переведу тебе денежек, дедуль,
можешь, пожалуйста, сказать, что ты меня любишь? Я просто заставлял бы мошенников, типа, разговаривать со мной, типа, а вот помнишь, мы с тобой на рыбалку ездили? Да, внучок, помню, а вот, знаешь, что не помню, 3 последние цифры карты, блядь, забыл. Такой, да, сейчас, а вот помнишь, а вот на Победе мы с тобой тоже катались, да, а вот какая фамилия девичья твоей матери? Я был вообще не против такого разговора. Если бы он даже мне, 5000 рублей бы у меня спиздил, да, пожалуйста, звони еще, дедуля, нормально, там тарифы, там роуминг, наверное, ебнешься в раю. Ты же не оттуда звонишь, да? Хотели бы вы пожить в Казахстане? Ну, давайте так. В Лос-Анджелесе спрашивать, это как будто, Казахстан, это как будто, если бы вот иммиграция была ММО-РПГ, то Казахстан это уровень, на котором ты спаунишься. Нет такого? Это начальная локация, где можно поебашить, типа, ты ешь конину, типа, адаптируешься к чужой среде, при этом она к новичкам как бы приемлема, она тоже общается с тобой на русском языке в основном. Да, как будто когда ты уже добрался в Лос-Анджелес, обратно возвращаться в Казахстан, это прям, это надо быть казахом, который такой, блядь, чувствую, степной ветер зовет меня, типа, не знаю, как будто уже так далеко упиздал, что уже, что-то еще, блядь. Русалки. Опять? Ты тут, блядь, ты опять тут. Русалки, натуралки играют в сосалки. А второе написано: русалки-лесбиянки используют ножницы. Типа что, чтобы... это странно. Это, знаете, вот этот чувак, который... У нас просто в одном из прошлых выпусков был чувак, который все время спрашивал про русалок. Типа у нас был нейростендап, где зрители накидывали темы, и чел такой, вот такая тема, что если русалки? И мы такие, да что ж такое? И раз это сегодня, мне кажется, это вот будет прикол с русалками, как Бэтмен. Даже не обязательно, чтобы именно этот был чувак, меня просто будет преследовать тип, который будет говорить, а вот русалки, короче, не знаю. Участие Илона Маска в новом правительстве Трампа. Дальше написано: слава Иисусу Христу. А почему? То есть, я как понял, сначала как бы спрашивается мое мнение про это, а потом, фиксируется как бы... Правильный ответ. Кто в ответе, да, за все происходящее. А поаплодируйте, у кого здесь Тесла? Так. А кто с женщинами ебется, похлопайте, пожалуйста. Нормально. Я не понимаю этот прикол сам. Я сам не понимаю. Я, если что, сам езжу на Тесле. Меня так часто за это дрочат. Я такой, я не понимаю, но я присоединюсь к этим приколам. Но я не могу понять, почему я пи***ик, потому что, блядь, у меня нет бензина, типа. О, они так тихо ездят, значит, трахают. Блядь, не понимаю логику, какая здесь взаимосвязь. Давайте так, кто Тесла владеет, у кого она хоть раз выходила из строя? Ага. У вас выходила из строя? Что случилось? Отключалась. Зарядка садилась? Нет, едешь и все потухло. И она просто потухла? Да, но она едет. Но это потому, что там встроена камера, и иногда она, когда видит, что русский, у меня так тоже было. Меня она чуть не увезла в аэропорт. Искать эту дорогу. Поаплодируйте те, у кого нет Тесла, кто хотя бы раз в этом году заезжал на ТО. Ну и кто терпит, бля, ебитесь со своими колымагами, бля. Мою в розеточку вогнул, все, ебись с мужчинами, с женщинами, с кем хочешь, столько свободного времени, пока вы там, у меня что-то там стучит, блядь, пердит, масло откуда-то вытекает. Мое масло вытекает только из жопы мужика, которого я трахаю, блядь. Только время не уходит никуда. Чем ты руководствовался, когда позвал Полину замуж? Полин, тупо такой вопрос писать, слишком палевно. Типа, ее красотой, ее умом. Дальше написано. У меня никак не получается моего пиздюка подписать на эту авантюру. Один вопрос уточняющий. Речь идет ведь не об инцесте сейчас. Потому что если вы мамочка, которая пытается женить на себе ребенка,
Ну, мы, конечно, в Калифорнии, но я понимаю, почему он может быть против. Прикиньте, 12-летний пиздец такой, да я не готов к ответственности пока еще. Институт брака, я в него не верю. Мам. Вообще, а вот можете поплатить... Ну ладно, может быть, вы хотите остаться... А, это вы написали? Как давно вы вместе? Мы, по-моему, я уже спрашивал у вас. Нет? Больше 9 месяцев. 9 месяцев. Ага. И вы вы познакомились здесь? Да. Так в этом-то и проблема. Смотри, классная штука для брака, когда тебе говорят, вот вы тут закорючку поставьте, визы, пиздец, автоматически даются всем твоим близким, нахуй, всем родственникам, всем, кто с тобой. Это, я, если честно, знаю людей, которые в браке вообще только по этой причине. В основном это бюрократическая штука. Наверное, он сам должен почувствовать, что он хочет совершить такой поступок. Но если нет, не надо его заставлять, потому что даже если он это сделает, предложение будет казаться вымученным. Беги, пока я заговариваю зубы. Не знаю, сколько тебе лет? 24. 24 года? Отъебись от него! Дай ему, блядь! Ты чё? Дай ему поиграть в компьютер, блядь, пока можно. Пока у него еще есть такая возможность, пока у него еще простата, блядь, работает. А тебе сколько лет? Чуть-чуть побольше. Чуть-чуть побольше? Ну, типа, меньше 40. Это рано, вы чё? Это правда рано. Ну, 9 месяцев, блядь, это тоже мало еще. Да? Подожди. Вы еще пока находитесь в периоде, когда, возможно, вы в его глазах все еще изо всех сил притворяетесь неёбнутой. И уже не притворяетесь? Тогда дайте ему привыкнуть просто. Дайте ему свыкнуться, когда такой, ну вот такой уровень пиздеца можно в целом ожидать. Вроде за год никаких прыжков выше не было. В целом я готов с этим не справиться. Я так скажу, если суждено, оно случится. Больше мне нечего сказать. Слава Иисусу Христу, все правильно. Когда дрочишь, что бормочешь? Это слишком старый. Я бормочу, что в Россию хочу. Чтобы с меня сняли... Я так говорю, пожалуйста, снимите инагента с меня. Я ничего не делаю, я просто прикол рассказываю. Вот бы с меня сняли инагента. Хоть бы бабушка дожила, пока с меня статус не сняли. Хоть бы она была живая, я мог с ней приехать. Я именно поэтому боюсь, что меня жена застукивает за дрочкой. Не за сам факт, а за то, что она услышит, что я мастурбирую, на какие желания я мастурбирую. Хоть бы Трамп пришел и типсы можно было оставлять хотя бы 5%, блядь. Про Адама Кадырова написано. Или он Адам. Это же первый чеченец. Это мы сжигаем, блядь. Съедаем с шампанским, запиваем. Это пи***ц. Вы чё, ёбнулись? Там такая хуйня написана. Я ебал. Я это даже не тут брошу. Я это увезу домой. Извинись. Блядь, пи***ц. Я когда говорил, типа, напишите что-то, за что у меня будут проблемы, мое уважение. Там человек знает, что он делает. Где пиджак такой модный купил? Очень просто. В Лос-Анджелесе самый простой способ получить пиджак. Идешь по любой улице вечером, там стоят такие специальные вешалки. Если тебе нравится какая-то одежда, берешь, снимаешь, это значит, люди выкинули, значит, им не нужно. Ага. Окей, это не про Кадырова, слава богу, но написано следующее. LA же хуйня. Зачем тут именно поселился? LA. Нет, это первое я прочитал. Тут в скобках написано «Кроме шмела». Это вы так шифруете? Блять, вы уже... Сколько... Вот тот, кто написал этот вопрос, сколько вы находитесь в LA? Ну, человек, видно, параноидальный. Спрашивает про шмаль, боится в Калифорнии писать шмаль, пишет шмела. На вопрос, кто написал про траву,
Тишина, блядь, помалкивает. Только нахуй не пали. У меня тут такая пятка кашиша, блядь, если копы узнают. Кажется, вы недавно в Лос-Анджелесе. Что ж, LA действительно проблемный город. Мне нравится, что здесь много чего происходит. Мне не нравится, что здесь невозможно гулять пешком и не существует как такового города. Прикольно, да, когда ты приезжаешь в LA и говорят, а где город? Типа его нету, есть только даунтаун. И это прикольная часть Лос-Анджелеса, но из нее так уж вышло, что вся деловая интеллигенция живет в Скидроу, и она вся на фентоле каким-то образом. Так уж получилось каким-то стечением обстоятельств, что вот ровно они спускаются с небоскреба, снимают нормальную одежду, и вот это загибаются, и стоят там на... левитируют, да, я не очень понимаю, как такой неблагополучный район настолько вплотную к небоскребам. Ну, я не знаю, что сказать. Здесь очень много людей. Я думаю, что таких же долбоебов, как я, которые думают, что Лос-Анджелес это прикольно, Голливуд и все такое, они сюда приезжают и такие, оу. И вот все вот эти грустноебые славяне, они как-то сбиваются в кучки. И вот даже мы сегодня с вами провожаем 2024 год. Нас с вами не 7 человек, это прикольно. Есть вайб того, что мы можем ощутить себя в компании. И даже никто из вас все еще не достал шприц. Это супер. Я считаю, надо держаться за такие моменты, когда ты в Лос-Анджелесе. Оставишь Теслу покататься, пока будешь в туре. Только больше не кончай в ней, плиз. А почему вам хочется именно на моей Тесле покататься? Какой у вас сейчас автомобиль? Honda Civic. А вот... Бензин дорогой. Бензин, да. Ты ко мне обратился? Бензин дорогой. Слушай, ну да, а почему, будучи в Лос-Анджелесе, вы не рискнули взять себе Теслу? Они же пиздец какие дешевые. Заряжать долго? Да нихуя недолго, нет, она 20 минут заряжается. Ну куда-то поехал, потом 3 часа стоять, заряжать. Как далеко вы ездите на автомобиле? Ну в Сан-Диего ездил, в Лас-Вегас ездил, на Тесле можно доехать за раз? Сколько надо будет остановиться в дороге, пока... Блин, мне так нравится, что у некоторых людей, которые не ездили на Тесле, ощущение, что мы 20 минут заряжаемся, такие, ну, включаем музыку и заезжаем обратно, нахуй, втыкаемся, все нахуй село прямо сейчас. Но они достаточно долго держат, и учитывая, что LA такое солнечное место, и нет такой хуйни, что... Вот это мне нравится в России смотреть всякие видосы, когда типа сможет ли доехать Тесла от Москвы до Питера, и там люди через какой-то ад проходят нахуй. Мы приехали, розетка обоссана, не работает, блядь. Она одна, она замерзла, мы умираем. За этим любопытно смотреть. Ну тут-то, блядь, тут на каждом углу эти суперчарджеры, не знаю. Я единственное, что начал недавно бояться, вы видели видосы, где рассказывают о том, что сейчас есть такой новый вид грабежа, когда ты приезжаешь на какой-нибудь суперчарджер ночью, втыкаешься на зарядку, сидишь в Тесле, и к тебе подбегает грабитель и угрожает стволом, а ты не можешь нахуй никуда уехать, потому что эта хуйня включена сзади на зарядке, порт нельзя разблокировать, ты не можешь просто дать по газам, Тесла такая, извините, вас грабят, извините, вас прямо сейчас грабят, мы ничего не можем сделать, хотите, мы можем включить режим, где она мигает красиво, блядь, по-новогоднему, только так вас можем спасти. Вот, я теперь начал об этом думать, я настолько даже запарился этим, что я увидел, сейчас люди выпускают переходник для Тесла, для суперчарджера, для этих целей. То есть, прикиньте, это такая частая хуйня, что они выпустили специальную штуку, в которой отламывается, когда ты даешь по газам, чтобы ты мог уехать. В каком мы пиздецом в городе живем? Я никогда в жизни бы не мог подумать, что я такой, ну вот поговаривают, что тебя грабят, и ты не можешь съебаться, и это, блядь, для этого сделали устройство, блядь, так часто это случается. А нравится мне Лос-Анджелес, потому что тут пальмы, пи***тая погода, блядь. Здесь снимали кино, я в GTA тут ездил. Да, блядь, ужас ебаный ужас. Заебись. Новогодний выпуск. Мне, мои дорогие зрители, просто положили бумажку, на которой написано «Лох». Спасибо. Спасибо большое. Сами вы, блядь, лох. Дань, спасибо большое за вот такой... подгон под конец 2024-го. Даня, а в чем смысл твоей жизни? Блядь, если бы я знал нахуй. Сейчас ощущение, не знаю, есть ли у вас такое, в глобальном плане
смысл жизни быть счастливым, вся хуйня. В более мелком плане мой смысл жизни дожить до GTA 6. С горизонтом планирования в наши дни дальше я не могу заглядывать. Я такой, вот до GTA бы. Приехал из Чикаго ради этой съемки. Впервые в Калифорнии. Теперь хочу переехать. Тут круто. Ищу работу. Это то, что в конце написано «ищу работу», это вот типа темп записки. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я вам так скажу, Калифорния... А кто это написал? Я. Да, здравствуйте. Вы давно живете в Чикаго? С сентября, с августа. С августа. Угу. А как так получилось? Почему приехали? Да я вот с мая здесь, и вот почему-то Чикаго выбрал типа как стартап. Ну, я имею в виду, у вас какой план? Чем вы планируете заниматься в Чикаго? Вот, я не знаю, я там то там, то сям, как получается. Ну ты, блядь, не получил работу, ебаный в рот. Я сейчас, ты говоришь, ищу работу. Я вот сейчас, как твой работодатель, будущий, решил спрашивать, чем ты будешь заниматься? Ой, блядь, то там, то сям, блядь, не знаю. Когда приехал, почему? Да не почему, блядь, с мая. Я говорю, почему приехал? С мая. Ты, блядь. Окей, я звукорежиссер по образованию, если уж так вот. Очень хуй слышно тебя, кто ты? Ну это было жестко, Давай так, если ты хороший звукорежиссер, Удачи. у тебя все получится, да начнутся голодные игры, нахуй. Не, ты здесь помощи не найдешь, здесь все такие, работа, выезжаю нахуй. Да я тоже звукорежиссер, иди нахуй. Да. Не, здесь большая конкуренция. Сколько тебе лет? 20. 20. 20-летний звукорежиссер ищет работу в Калифорнии. Если вдруг пойдешь в порно, не расстраивайся, мы все через это проходим, мы все задумываемся об OnlyFans в какой-то момент. Последняя записка на сегодня от зрителей. Мой муж плакал, что не решился пернуть на твоем прошлом шоу. Ну я вам так скажу. А вот в Лос-Анджелесе клювом нахуй не щелкай. Когда подворачивается возможность, предприимчивые люди хватаются за нее, блядь, и используют по полной. Поэтому, если в следующий раз вы вдруг увидите меня, я где-нибудь резко подойду к вам из подворотни, еще что-то, и попрошу пернуть мне в телефон, не задавайте вопросов, берите быка за рога. Возможно, это проверка на то, чтобы быть звукорежиссером в моей команде. Могу рыгнуть. Что? Рыгнуть могу. Брат, эти вакансии заняты. Мне нужна была тогда ваша помощь, сейчас уже поздно. Слишком поздно, да. Короче, большое вам спасибо, что пришли. У нас есть еще одна вещь. Мне показалось, было бы смешно закончить выпуск новогодней песней, проводить 2024 год. Мы думали снять всратую концовку, где мы все радостно танцуем и прощаемся с Новым годом. Но это, блядь, какая же это хуйня. Я на моменте, вот когда я сейчас просто представил, как я говорю, давайте все встанем, будем улыбаться и пританцовывать, мне такая волна кринжа ебаного окатила. Поэтому сделаем так. Я вас сейчас удалю на монтаже. Ну а теперь, когда мы остались с вами наедине, хочется наконец-то и вас поздравить с наступающими новогодними праздниками, пожелать вам всего самого наилучшего. Ну и специально для вас, мои дорогие зрители и подписчики, предновогодняя песня. Старый год, пусть идет он нахуй, скорей закончить заебал. Мы будем ждать год 25-й, ждать сильно будем 25-й. Хоть страшно, что он будет хуже, только бы он не был хуже. А вдруг нас ждет Третья мировая? Блять. Как же я устал от всей этой хуйни. Бог, если ты есть, самое время что-то сделать, помоги. Мама, я хочу к своей маме. Ковид был не так уж плох.
хочу в 2007. Большое спасибо, что все это время были с нами. Это было слишком поздно, 2024 год. Поздравляю вас с Новым годом, с новым 2025. Подписывайтесь на канал, ставьте VPN. Как-нибудь увидимся. Пока!